Чтобы получить ранний доступ к документальным фильмам, реальным материалам с мест преступлений и эксклюзивному контенту, а также к контенту без цензуры, подписывайтесь на сервис Boosty. Подписка бесплатна. Ссылка на сервис в описании и закрепленном комментарии. Эту тему вы выбрали в ходе голосования, проведенного при просмотре фильма про Джека-раздевателя. Темы для новых документальных фильмов пишите в комментариях. Комментарий, набравший наибольшее число лайков, станет победителем, и на эту тему в скором времени будет выпущен фильм. – 1960-е и начало 70-х годов были расцветом угона самолетов. За последние 70 лет по всему миру было зарегистрировано более 500 случаев воздушного пиратства, и около 2/3 из них произошли в период с 1960 по 1973 год. Америка внесла свой вклад – 115 успешных угонов из 225 покушений на коммерческие самолеты, по данным Федерального управления по безопасности на транспорте. Первое сообщение об угоне самолета произошло в 1931 году. В Южной Америке, когда панамериканский почтовый самолет, пилотируемый американцем, был конфискован революционной политической фракцией в Перу. Командос хотели использовать самолет для сброса пропагандистских листовок. Пилот отказался лететь, и самолет простоял на аэродроме 11 дней, прежде чем революционеры зачеркнули план. Американские власти в 1970-х не хотели вносить радикальные изменения в систему воздушной безопасности, даже после громких угонов самолетов. Президент Никсон расширил полномочия вооруженных небесных маршалов на некоторых рейсах. Однако более агрессивные меры, такие как досмотр багажа и металлодетекторы, были отвергнуты как вредные для бизнеса авиаперевозок. Они заставляли пассажиров нервничать. На этом фоне любой желающий мог беспрепятственно пройти на борт самолета с бомбой, или тем, что он назвал бомбой. Хотя все в индустрии авиаперевозок понимали, что отсутствие безопасности означает, что каждый пассажир может попробовать угнать самолет. Но это дело – одно из самых известных преступлений в американской истории. За последние 3 десятилетия ФБР расследовало почти 1000 подозреваемых. С тем же успехом можно было заняться поисками Снежного человека. Этот человек стал легендой. Он вдохновил писателей, режиссеров и сценаристов на создание о нем произведений. Во многих американских барах в честь годовщины того дела устраивается конкурс его двойников. Он повлиял на внесение изменений в правила безопасности в самолетах. Это дело – единственный в мире нераскрытый угон самолета. Та ночь изменила историю авиации. Все началось в Портленде, штат Орегон, когда в среду 24 ноября 1971 года, перед Днем Благодарения в США, к стойке регистрации рейсов Northwest Orient Airlines подошел мужчина. На нем был темный плащ, темный костюм с узким черным галстуком и чемоданчик. У него были задорные уши, тонкие губы, широкий лоб, залысины. Он назвал свое имя – Дэн Купер, и попросил билет за $20 в один конец до Сиэтла на рейс 305. Полет должен был продлиться 30 минут. Этот мужчина сел на последний ряд сидений самолета – 18C. По другим данным, это было либо место 18И, либо 15D. Закурил сигарету и заказал бурбон и содовую. Из аэропорта рейс 305, будучи заполненным на треть, вылетел в 14:50. Через 8 минут после взлета Купер передал записку стюардессе Флоренс Шафнер, которая ближе всех сидела к нему на откидном кресле, присоединенном к двери в хвостовой части самолета. Рейс 305 – это Boeing 727-100, который начал вылет из Вашингтона, округ Колумбия. Он доставил пассажиров в северо-западный узел Миннеаполиса, затем сделал остановки в Грейт-Фоллс и Миссула, прежде чем продолжить движение на запад к Портленду. Короткий полет в Сиэтл должен был завершить тот долгий день. Самолет мог вместить 94 пассажира, 66 в основной части и 28 в первом классе. Но в тот день на борту было всего 37 пассажиров,
а также 5 членов экипажа. В составе экипажа из Миннеаполиса входили пилот, капитан Уильям Скотт, 51 год, ветеран с 20-летним стажем, первый помощник Боб Ратачак, борт-инженер Гарольд Андерсон, старшая стюардесса Элис Хэнкок и 2 молодые бортпроводницы Тина Маклоу, 22 года, и Флоренс Шафнер, каждая из которых проработали менее 2 лет. Самолет Boeing 727-100, зарегистрированный в Федеральном управлении гражданской авиации США под номером N467US, был изготовлен в 1964-65 годах и 9 апреля 1965 года был передан в авиакомпанию Northwest Orient Airlines. Это был 137-й по счету самолет этой модели, выпущенный компанией Boeing. Флоренс Шафнер тогда было 23 года. Она была милой, задорной, сексуальной стюардессой. Работая в самолетах, к ней подходило так много мужчин, что она стала носить на борту парик, чтобы замаскироваться. Она бросила переданную мужчиной записку в сумочку, подумав: «Просто еще один парень заигрывает со мной». Но мужчина был настойчив. «Мисс, вы бы лучше взглянули на эту записку. У меня бомба». Она посмотрела мужчине в глаза. Она увидела, что он был серьезен. Флоренс прочла записку. Текст был написан фломастером заглавными буквами, которые были очень изящно оформлены. «У меня в кейсе бомба, и я хочу, чтобы вы сели рядом со мной». Стюардесса сделала, как он указал, а затем попросила показать бомбу. Купер открыл кейс, в котором стюардесса увидела устройство, которое описала как 8 красных цилиндров, прикрепленных к покрытым такой же красной изоляцией проводам, и большая цилиндрическая батарея. Затем он продиктовал несколько инструкций. «Я хочу получить $200 000 к 17:00 наличными. Их нужно положить в рюкзак. Мне нужны по 2 комплекта парашютов, передних и задних. Когда мы приземлимся, мне нужен бензовоз, готовый к дозаправке. Никаких глупостей, или я все взорву». Мужчина позволил ей встать и передать требования капитану. Шафнер передала инструкции Купера пилотам в кабине. Когда она вернулась, Купер был в темных солнечных очках. Мысли Шафнер помутились. Она представила своих родителей в Арканзасе, смотрящих вечерние новости. Она представила, как самолет взрывается. Она представила, как этот мужчина крепко хватает ее за запястье и тут же насилует. Она глубоко вздохнула. Вдох, выдох, еще раз. Удивительно, но мужчина смог ее успокоить. Он не был так называемым небесным пиратом, о котором она читала в газетах, или закоренелым преступником. Он не был политическим диссидентом, желающим перенаправить самолет на Кубу, как многие угонщики прежних лет. Перед взлетом никто из членов экипажа не обратил особого внимания на Дэна Купера, подтянутого мужчину ростом около 180 сантиметров и весом около 80 килограмм. В 1971 году гардероб Д.Б. Купера был образцом невзрачности. Легкое черное пальто, мокасины, темный костюм, аккуратно выглаженная белая рубашка с воротником, черный галстук с заколкой и перламутровая булавка. Как и многие другие американцы того времени, он носил фетровую шляпу Хомбург с узкими полями. Он был белым и говорил без акцента. Он был загорелым или имел средиземноморский цвет лица, описываемый как смуглый или оливковый. Глаза были карими и близко посаженными. Кожа имела смугловатый оттенок. Усов не было. Со слов Шафнер и другой стюардессы, Тины Маклоу, он вел себя совершенно спокойно, уверенно и вежливо. Маклоу даже призналась, что Купер показался ей довольно милым в поведении. Он был очень вежлив. Его манеры даже можно было назвать джентльменскими. В какой-то момент он предложил заплатить за напитки $20 купюрой и настоял на том, чтобы стюардесса оставила сдачу $18 себе. Он также предложил запросить питание для экипажа, пока самолет будет дозаправляться в Сиэтле. Купер явно был знаком с местностью. Выглянув в окно, он сказал: «Похоже, там внизу Такома». Стюардесса позднее рассказывала, что Купер узнал Такому, когда самолет пролетал над ней, а также правильно упомянул наличие базы ВВС
Маккорд-Филд, расположенный в 20 минутах езды от аэропорта Сиэтл-Такома. Пилот Уильям Скотт связался с управлением воздушного движения аэропорта Сиэтл-Такома, которое в свою очередь проинформировало местные и федеральные власти. Федералы срочно позвонили президенту авиакомпании Northwest Orient Airlines Дональду Найропу, который приказал полностью выполнить требования Купера. Найроп надеялся избежать негативной огласки, которую принесет катастрофа на борту рейса Northwest. Для сравнения, $200 тысяч по меркам авиакомпании – это гроши. Во избежание паники остальным пассажирам была объявлена ложная информация о том, что прибытие в Сиэтл будет задержано из-за незначительных технических проблем. Глава Northwest Orient Airlines Дональд Найроп принял решение предоставить выкуп и дал сотрудникам указание выполнять требования угонщика. Самолету пришлось кружить над заливом Пьюджет-Саунд в течение приблизительно 2 часов, чтобы у полиции Сиэтла и ФБР было достаточно времени собрать для Купера парашюты и выкуп, а также мобилизовать аварийный персонал. Точная формулировка записки с требованиями Купера была утеряна, потому что угонщик настоял на том, чтобы команда вернула записку ему, поскольку она была потенциальной уликой. Купер выбрал $20 банкноты, что свидетельствует о его внимании к деталям при планировании. По-видимому, он подсчитал, что 10 тысяч $20 банкнот будут весить всего около 10 килограмм. Меньшие номиналы добавят веса. Крупные купюры были бы более заметными, и поэтому их было бы труднее реализовать. Купер указал, что купюры должны иметь случайные, а не последовательные серийные номера. Агенты ФБР собрали деньги для выкупа из нескольких банков Сиэтла. 10 тысяч немаркированных $20 купюр, большинство из которых имели серийные номера, начинающиеся с буквы «Л», указывающие, что эти купюры были выпущены Федеральным банком Сан-Франциско и были из серии 1963А и 1969. Каждая купюра была сфотографирована и занесена в базу. Между тем, найти подходящие парашюты было сложнее, чем добыть $200 тысяч наличными. Парашюты изначально хотели доставить в Маккорд-Филд, но Купер отклонил их, попросив обычные гражданские парашюты с рипкордами. Полиция Сиэтла добыла их в местной школе парашютного спорта. В 17:24 угонщику сообщили, что его требования выполнены. Он разрешил посадить самолет в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Рейс 305 приземлился в 17:39. Затем Купер приказал пилотам рулить самолет на отдаленную секцию взлетно-посадочной полосы и погасить огни в кабине, чтобы снайперы не могли видеть происходящее внутри. Купер потребовал послать человека с деньгами и 4 парашютами к самолету без сопровождения. Служащий доставил деньги. Вес такой суммы денег составил почти 10 килограмм. А также он доставил парашюты через дверь в хвостовой части самолета. Затем Купер отпустил всех пассажиров, а также 2 стюардесс – Флоренс Шафнер и Элис Хэнкок. Тем временем самая младшая бортпроводница Тина Маклоу стояла рядом с Купером. Он читал инструкцию по эксплуатации кормовой лестницы, которая опускалась под действием силы тяжести в нижней части фюзеляжа с помощью простого рычага, похожего на автомобильный ручник. Купер тщательно расспросил о лестнице, и стюардесса сказала, что не верит, что их можно опустить во время полета. Купер ответил ей, что она ошибается. Купер изложил свой план полета экипажу. Курс на юго-восток в сторону Мехико на минимально возможной скорости, примерно 185 км в час. Максимальная высота 3000 метров. Купер предупредил пилота, что носит наручный высотомер, чтобы следить за высотой. Далее он уточнил, чтобы шасси оставались выпущенными. Закрылки крыла были опущены на 15 градусов, а кабина оставалась негерметичной. Второй пилот, Уильям Ратачак, объяснил Куперу, что дальность полета самолета рассчитана на 1600 километров, а значит им все равно будет необходима еще одна дозаправка перед входом в воздушное пространство Мексики. Купер и экипаж обсудили варианты и в итоге договорились совершить посадку для дозаправки в Рино, штат Невада. Более крупные реактивные самолеты не могли поддерживать такую низкую скорость полета. Но Купер очевидно знал, что легкий Boeing 727, всего 50 тонн без топлива, может лететь со скоростью 180 км в час на высоте не более 3000 метров.
Даже с полным запасом топлива реактивный самолет не смог бы лететь на такой низкой скорости. Парашютисты предпочитают меньшую скорость полета, чтобы уменьшить влияние ветра, но для опытного парашютиста допустимо погружение на скорости до 300 км в час. И Купер выбрал рейс 305 не столько из-за своего самолета, сколько из-за пункта назначения. Boeing 727-100 имеет 3 двигателя. Один высоко на фюзеляже, непосредственно перед вертикальным хвостовым оперением, и 2 других по обе стороны от фюзеляжа, чуть выше горизонтального хвостового оперения. Он знал, что ни воздухозаборники, ни выхлопы не будут мешать, если он опустит кормовые ступени и выйдет в ночное небо. В ФБР были озадачены планами Купера и его запросом на 4 парашюта, так как это означало, что на борту у него мог быть сообщник, и в то же время наводило на мысль, что он спрыгнет с одним из заложников. До этого в истории никто ни разу не пытался прыгнуть с парашютом из угнанного пассажирского самолета. Пока самолет заправляли, чиновник Федерального управления гражданской авиации, который хотел объяснить Куперу последствия воздушного пиратства, подошел к двери самолета и попросил у Купера разрешения зайти на борт. Тот отклонил просьбу чиновника. Угонщик подозрительно отнесся к тому, что заправка все еще не была закончена, хотя прошло уже 15 минут. Задержка была вызвана блокировкой паров в насосном механизме топливозаправщика. Он пригрозил взорвать самолет, из-за чего команда заправщиков оперативно попыталась ускорить, а затем завершила процесс дозаправки. Уладив все важные детали полета, Купер приказал немедленно вылететь. Boeing 727 вырулил, прогрохотал по взлетно-посадочной полосе, взлетел и убрал колеса. Время было 19:46. Прошло 2 часа и 6 минут после того, как рейс 305 приземлился в Сиэтле. Открыв заднюю дверь самолета и выдвинув лестницу, Купер приказал пилоту взлетать. Уполномоченный FAA, Федерального управления гражданской авиации США, который во время дозаправки поднимался на борт самолета предупредить Купера о незаконности его действий, выразил протест на том основании, что взлетать с развернутой кормовой лестницей небезопасно. Купер возразил, что это на самом деле безопасно, но спорить не стал, пообещав, что уберет лестницу, как только они окажутся в воздухе. Во время взлета Купер попросил Тину Маклоу пройти в кабину пилотов и закрыть дверь. Уходя, Маклоу заметила, что Купер что-то повязывал вокруг своей талии. Одновременно с Маккордфилд были подняты 2 истребителя F-106, которые полетели позади самолета так, чтобы Купер не мог их увидеть через иллюминаторы. Какое-то время за самолетом летел тренировочный Lockheed T-33, но недалеко от границы Орегона и Калифорнии ему пришлось оставить слежение из-за нехватки топлива. В общей сложности за самолетом Boeing 727 следили 5 военных самолетов. В двери кабины пилотов не было глазка, а на самолете не было дистанционных камер и мониторов, используемых сейчас на многих коммерческих самолетах. Экипаж задавался вопросом, что задумал их таинственный пассажир, а капитан Скотт изо всех сил старался поддерживать требуемую высоту и скорость полета против встречного ветра. Примерно в 20:00 в кабине пилотов загорелась сигнальная лампочка, указывающая на то, что был активирован кормовой воздушный лестничный аппарат. Через систему внутренней связи самолета экипаж поинтересовался у Купера, не требуется ли ему помощь, на что Купер ответил резким отказом. Это было последнее слово, которое слышали от Купера. Вскоре экипаж заметил изменение давления воздуха, указывающее на то, что кормовая дверь была открыта. Примерно в 20:13 хвостовая часть самолета внезапно подалась вверх настолько, что экипажу срочно пришлось выравнивать самолет. Ровно в 22:15 самолет сел в аэропорту Рино. Хвостовой трап самолета все это время был развернут. Капитан Скотт заговорил по внутренней связи. Не получив ответа, он осторожно открыл дверь кабины. Пассажирский салон был пуст. Угонщик исчез, и он взял с собой почти все, что было на борту, включая шляпу, пальто и кейс с бомбой. Деньги и 1 комплект парашютов также пропали. Агенты ФБР, полицейские штата, помощники шерифа и полиция Рино окружили самолет, поскольку еще не было точно установлено, что Купера больше нет на борту. Но вооруженный обыск быстро подтвердил его отсутствие. С этого момента Купера больше никто не видел. Сам по себе прыжок был выполнен очень искусно. Купер спустился по кормовой лестнице с парашютами как в рюкзаке, так и в нагруднике. У него был мешок с деньгами размером с младенца,
привязанные к его телу нейлоновыми шнурами, отрезанными от запасных парашютов. Он был либо в пиджаке, либо в шляпе и в плаще. На ногах были кожаные туфли. Он стоял на нижней ступеньке, гонимый пронизывающим ветром и ледяным дождем, и ему пришлось прыгать вслепую в неизведанную местность темной, ненастной ночью. Температура воздуха на высоте 3000 метров составляла 7 градусов ниже нуля. Самолет двигался со скоростью выше установленной им воздушной скорости 170 узлов, или 300 км в час. И все же Купер выполнил свой план. Он прыгнул в непроглядную тьму. Внизу его ждали шипастые вершины гор и глубокие ущелья. Проведя обыск внутри самолета, агенты ФБР обнаружили 66 неопознанных отпечатков пальцев, черный галстук Купера, его перламутровый зажим для галстука и 8 окурков сигарет с фильтром марки Рейли. Галстук и зажим не были обнародованы почти 20 лет, в то время как окурки таинственно пропали из материалов дела и до сих пор не найдены. Также обнаружилось, что из 2 наборов парашютов Купер взял только один. У основного парашюта из оставленного набора 2 его подвески были отрезаны от купола. В 2007 году ФБР раскрыли, что из 2 основных парашютов Купер почему-то взял самый старый, а из запасных он по какой-то причине взял тот, который даже не работал. Это был тренировочный макет, используемый в качестве учебного пособия в демонстрационном классе. ФБР пояснили, что он попал в выкуп Купера по ошибке, но при этом заметили, что этот нерабочий парашют имел специальные метки, благодаря которым человек, профессионально занимающийся парашютным спортом, сразу бы понял, что он не действующий. Основываясь на показаниях стюардессы Маклоу, которая видела после взлета, как Купер что-то повязывал вокруг пояса, в ФБР пришли к выводу, что это были те самые подвески от второго парашюта, с помощью которых Купер, вероятно, привязал к себе сумку с деньгами. В апреле 2013 года Эрл Косси, владелец парашютной школы, которая предоставила Куперу парашюты, был найден мертвым в своем доме в пригороде Сиэтла, в Вуденвилле. Смерть наступила от тупой травмы головы. Хотя высказывались гипотезы, что его смерть могла быть хоть косвенно связана с Купером, никаких доказательств этого найдено не было. И полиция Вуденвилла в конечном итоге объявила, что наиболее вероятным мотивом убийства была кража со взломом. Пилоты всех 5 самолетов сопровождения дали показания, что не видели, чтобы Купер выпрыгивал из самолета. Впоследствии выяснилось, что в период предполагаемого времени прыжка Купера самолет проходил через грозовую область, отгороженную от любых источников света с земли покровом облаков. Вследствие плохой видимости, прыжок не был замечен истребителями F-106 ВВС США, сопровождавшими самолет. Проведя следственный эксперимент, ФБР дало заключение, что Купер выпрыгнул именно в 20:13, когда хвостовая часть самолета внезапно подалась вверх, что возможно было вызвано тем, что хвостовой трап отклонился под весом Купера в момент прыжка. В этот самый момент самолет пролетал через ливень над рекой Льюис в юго-западной части штата Вашингтон. Самый простой подход полицейских к наблюдению за самолетом мог быть лучшим шансом поймать угонщика, проследить за самолетом, дождаться, пока он прыгнет, а затем выследить его до земли. Правоохранители попытались это сделать, но возможность была упущена из-за сомнительного выбора самолета погони. ВВС подняли в воздух 2 истребителя F-106 компании McCord. Пилотам было приказано следовать на безопасном расстоянии и следить за прыгуном. Но эти истребители созданы для полета со скоростью до 2500 км в час. Они были бесполезны для полета на низкой скорости с малой высоты. Власти попытались исправить свою оплошность, отправив в воздух более медленно летящий Lockheed T-33 Национальной гвардии. Но Купер, вероятнее всего, к моменту его подлета уже выпрыгнул из самолета. Точный район поиска места приземления Купера определить было трудно, так как даже небольшие различия в оценках скорости самолета или условий окружающей среды вдоль траектории полета, которые значительно варьировались в зависимости от местоположения и высоты, значительно меняли прогнозируемую точку посадки. Самой важной отсутствующей деталью было время, которое Купер провел в свободном падении, прежде чем у него раскрылся парашют, если раскрылся. Предполагалось, что он приземлился на юго-востоке около озера Мервин, в 48 километрах севернее Портленда. ФБР помогло определить это место, устроив реконструкцию прыжка. 90-килограммовые сани, прикрепленные к парашюту, были сброшены с кормовой лестницы Boeing 727, летевшего с той же скоростью и высотой, что и самолет Купера, в
том самом месте, где капитан Скотт почувствовал, как хвостовая часть самолета резко подалась вверх. Тщательное прочесывание местности не дало результатов. Поиски были настолько тщательными, что в одной заброшенной постройке в округе Кларк был обнаружен скелетированный труп девочки-подростка, которая пропала за несколько недель до этого. Дальнейшие расследования и эксперименты показали, что настоящая зона приземления Купера могла располагаться юго-восточнее изначальной, в районе водостока реки Уошугал, но и там аналогично ничего не было найдено. Высказывалось предположение, что извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году могло уничтожить какие-либо физические улики. Плохая погода в ночь прыжка вынудила власти отложить наземные поиски до следующего дня, Дня Благодарения. Тщательные поиски по суше и по воздуху в течение нескольких недель не выявили никаких следов угонщика или его парашюта, ярко-желтого и красного цвета. В обширных лесных массивах района прыжка поиски проходили довольно трудно. Большая часть из них принадлежала гигантской бумажной фирме Weyerhaeuser. Но многие сторонники Купера утверждают, что бесплодные поиски угонщика стали следствием высокого профессионализма и планирования Купером своей миссии. Более поздние расчеты определили, что Купер мог приземлиться западнее, а не восточнее предполагаемого района поисков, недалеко от деревни Вудланд, штат Вашингтон, и реки Колумбия. По словам одного из агентов ФБР, дорогостоящие поиски были проведены впустую. Примечательно, что это откровение пришло к нему в 1980 году, когда в день выхода на пенсию капитан нанес ему визит вежливости. Они разговорились, и капитан упомянул, что самолет летел западнее того места, где, по мнению ФБР, он находился. Никто из агентства так и не объяснил, какой дурак в течение 9 лет искал Купера в другом месте. Серийные номера всех купюр были разосланы во все игорные дома, банки и прочие заведения США с большим денежным оборотом, но ни одна из купюр так и не была замечена. Одновременно местная полиция начала поиски подозреваемых. В День Благодарения ФБР провело поиск имени Дэна Купера в национальных реестрах преступников. Они сделали это на тот случай, если угонщик был достаточно глуп и использовал свое настоящее имя. Одним из первых попавших под подозрение был некий Д.Б. Купер из Орегона, до этого имевший небольшие правонарушения. Полиция связалась с ним, чтобы проверить его алиби, а заодно убедиться, что его преступления были совершены им же, а не угонщиком, который мог использовать его имя. Хотя он был быстро исключен из списка подозреваемых, местный репортер Джеймс Лонг, спеша сделать репортаж, не разобрался в ситуации и нарек угонщика именем Д.Б. Купер, которые тут же подхватили другие СМИ, из-за чего именно под таким именем Купер и вошел в историю. Купер найден не был, равно как и его портфель с бомбой, деньги и 2 других парашюта. Люди, с которыми Купер взаимодействовал на борту самолета и на земле, были допрошены для составления фоторобота. По состоянию на 2009 год ФБР утверждало, что рисунок представляет собой точное подобие Купера, потому что многие лица, опрошенные одновременно в разных местах, дали практически идентичные описания. В 2011 году, однако, были обнародованы показания пассажира Роберта Грегори, который сидел в самолете напротив Купера. Согласно им, волосы Купера были не прямыми, как на фотороботе, а волнистыми. Пиджак был красновато-коричневым с широкими лацканами. Маклоу и Шафнер описали его как темный, а темные очки были в роговой оправе. На фотороботе подозреваемого, основанном на воспоминаниях членов экипажа и пассажиров Northwest Orient Airlines, изображен человек, отдаленно напоминающий певца и актера Бинго Кросби, вероятно не только из-за тонкого галстука, но и из-за черт лица. Угонщик самолета, Джон Доу, он же Дэн Купер, был заочно обвинен в воздушном пиратстве в федеральном суде в 1976 году. Обвинения остаются в силе и по сей день. Технически дело все еще открыто. ФБР заявляет, что проверило около 1200 потенциальных подозреваемых и собрало достаточно документов и отчетов по делу, чтобы заполнить ими борт того самого самолета 727 модели. Обращения продолжают поступать до сих пор. Некоторые от граждан, которые звонят с подозрением о друге, родственнике или коллеге. Другие от людей, называющих себя Купером. Через 3 недели после угона рейса 305 в редакцию газеты Los-Angeles Times пришло письмо следующего содержания. «Я вовсе не современный Робин Гуд. К несчастью, мне осталось жить лишь 14 месяцев.
Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни. Я ограбил авиакомпанию не потому, что считал такой шаг романтическим или героическим. Ради подобных глупостей я никогда не пошел бы на такой огромный риск. Я не осуждаю людей, которые ненавидят меня за мой поступок. Не осуждаю и тех, кто хотел бы видеть меня пойманным и наказанным. Тем более, что этого никогда не произойдет. Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь залегать на дно в каком-нибудь старом, затерянном в лесной глуши городишке. И не подумайте, что я психопат. За свою жизнь я не получил даже штрафа за неправильную парковку. Однако многие сомневались, что письмо было написано действительно Купером, а не каким-то шутником. После этого случая в редакции разных газет пришло еще несколько анонимных писем якобы от Купера. Правда, они сильно отличались по стилю и содержанию друг от друга. Через месяц после угона ФБР разослало списки серийных номеров для выкупа финансовым учреждениям, казино, ипподромам и другим предприятиям, которые регулярно проводили крупные денежные операции, а также правоохранительным органам по всему миру. Northwest Orient предложила вознаграждение в размере 15% от возвращенных денег, но не более 25 тысяч долларов. В начале 1972 года генеральный прокурор США Джон Митчелл опубликовал серийные номера для широкой публики. Двое мужчин использовали поддельные 20-долларовые купюры с серийными номерами Купера, чтобы выманить 30 тысяч долларов у репортера Newsweek в обмен на интервью с человеком, которого они ложно назвали угонщиком самолетов. В остальном же, в период с 1978 по 2023 года было найдено только 4 улики, 2 конкретных и 2 вероятных, связанных с Купером. В ноябре 1978 года некий охотник обнаружил около лесовозной дороги плакат с инструкциями по спуску кормовой лестницы у самолетов Boeing 727. Место находки было примерно в 21 километре к востоку от Касл-Рока и к северу от озера Мервин, то есть как раз в пределах основной траектории полета рейса 305. 10 февраля 1980 года 8-летний Брайан Инграм отдыхал со своей семьей на реке Колумбия на пляже Тина-Бар, примерно в 14 километрах вниз по течению от Ванкувера, штат Вашингтон, и в 32 километрах к юго-западу от Ариэля. Разгребая песчаный берег, чтобы развести костер, Инграм обнаружил 3 пакета с деньгами. Эксперты из ФБР позже подтвердили, что эти деньги являются частью того самого выкупа, собранного для Купера. 2 пачки по 100 20-долларовых купюр и 3-я пачка из 90 20-долларовых купюр. Хотя большая часть купюр была значительно изорвана, все 3 пачки до сих пор были скреплены резинками и, как было установлено, все купюры лежали именно в том порядке, в каком их и сложили изначально. В 1986 году, после длительных переговоров, часть денег была поделена поровну между семьей Инграм и страховщиком Northwest Orient Airlines, в то время как ФБР оставила себе 14 купюр в качестве доказательств. В 2008 году взрослый Брайан Инграм продал 15 купюр на аукционе, примерно за 37 тысяч долларов. Оставшиеся 9710 купюр до сих пор не найдены. Сегодня их серийные номера публично доступны в интернете. Обнаружение наличных дало толчок к новым поискам в этой области, однако в процесс вмешалась природа. 18 мая, через 14 недель после того, как были найдены пачки, началось извержение вулкана Сент-Хеленс. Из-за этого весь регион оказался покрыт толстым слоем пепла, что вызвало обширные пожары. Многие до сих пор считают, что извержение навсегда скрыло любые улики по делу Купера, которые, возможно, ждали федералов в окрестностях Вудланда. Ричард Тосоу, бывший агент ФБР из Калифорнии, заявил, что находка на берегу реки является доказательством того, что Купер действительно погиб при прыжке и его тело приземлилось в этом месте. Он сказал репортеру в полной уверенности, что тело Купера находится на дне реки Колумбия. Тосоу провел поиски с аквалангистами, гидролокатором и крюками в Колумбии недалеко от того места, где были найдены деньги. Он ничего не нашел, но опубликовал книгу о своих поисках. Помимо ФБР, лишь немногие считают, что деньги, найденные на берегу реки, были неопровержимым доказательством кончины Купера. Некоторые утверждают, что он смог добраться до Ванкувера или Портленда и затем выбросил деньги в реку, потому что узнал, что серийные номера всех банкнот были переписаны федералами. Третьи говорят, что несколько пачек наличных выпали из сумки Купера, когда он спускался на парашюте. По одной из версий,
Купер спрятал свой парашют в логове животных или под уступом лесной скалы, отправился пешком на запланированную встречу с сообщником и помчался в Мексику, где потратил свою добычу. А что насчет наличных, обнаруженных в реке? Говорят, что он, возможно, остановился на мосту, чтобы бросить несколько свертков в реку, просто для того, чтобы сбить с толку полицию. Эта теория имеет несколько недостатков. Купер был в ботинках, которые слетели бы во время прыжка с парашютом. Если бы он шел пешком, то ему пришлось бы идти босиком. Кроме того, он довольно небрежно относился к точной линии траектории полета из Сиэтла в Рино, приняв предложение капитана Скотта о выборе маловысотного маршрута под названием Вектор-23. Запланированная встреча с сообщником потребовала бы совершить прыжок в строго определенном месте. И тут возникает проблема пропажи денег. Купер не стал тратить свою добычу. ФБР раздало правоохранительным органам и банкам 100 тысяч экземпляров 34-страничной брошюры, в которой были перечислены все серийные номера 20-долларовых купюр, переданных Куперу. Насколько признает ФБР, кроме тех, что были найдены на реке Колумбия, ни одна купюра никогда не появлялась в обращении. В своей книге бывший агент Тосоу предложил вознаграждение в размере 100 тысяч долларов в обмен на одну из купюр. Никто к нему так и не обратился. Кроме того, претендентов на вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, предложенные авиакомпанией Northwest Orient Airlines и газетой Сиэтла, также не было. Если у Купера и были сообщники, то они были чрезвычайно лояльны. Местонахождение купюр подтверждало версию, что Купер мог приземлиться в районе водостока реки Уошугал, поскольку та сливается с рекой Колумбия выше по течению от места, где были найдены купюры. Армейский корпус инженеров-гидрологов США заявил, что внешний вид купюр говорит о том, что пакеты с пачками не закапывали на тинобар намеренно. Их прибило течением к пляжу и вмыло в песок естественным образом. Однако это не объясняло, почему только часть денег оказалась в воде, и почему в одной пачке не хватало 10 купюр. Предметом споров стал и период времени, когда пакеты с пачками оказались на пляже. Главный следователь ФБР в отставке, Ральф Химмельсбах, заметил, что пакеты с пачками могли проплавать максимум 2 года после прыжка Купера, потому что в противном случае резинки, опоясывающие пачки, испортились бы. В конечном итоге, группа Тома Кея постановила, что с момента прыжка и до прибытия к берегу прошло меньше года. Шериф округа Каулиц предположил, что Купер мог случайно обронить эти 3 пакета во время прыжка. Однако на пачках были найдены остатки водорослей диатомии, которые цветут только весной, из чего был сделан вывод, что в воду деньги попали по крайней мере через 4 месяца после угона. В 2017 году Томас Колберт, который возглавил группу сыщиков-добровольцев, занимающихся собственными расследованиями нераскрытых дел, объявил, что они нашли ремешок и кусок поролона из парашюта Купера. Колберт отказался раскрывать место, где они были найдены, заявив только, что нашел их после собственного расследования, так как с согласия ФБР он получил доступ к материалам дела. Сообщается, что ФБР приняло находки на рассмотрение, но никаких официальных заявлений на данный момент не сделало. Долина реки Уошугал, как наиболее вероятное место приземления Купера, неоднократно обыскивалась как частными лицами, так и целыми группами, но никаких других улик найдено не было. Как обычно, версий в подобных делах предостаточно, а вот улик маловато. В коммерческой авиации США были усилены меры безопасности вплоть до того, что отныне авиакомпаниям были даны официальные полномочия обыскивать пассажиров и их багаж на предмет оружия и взрывчатых веществ. Меры возымели действие. Если в 1972 году в США было зафиксировано 31 попытка угона самолета, в 19 случаях угоны совершались с целью вымогательства денег, в остальных с целью побега на Кубу, а в 15 случаях угонщики предпринимали попытки выпрыгнуть из самолета, как это сделал Купер, то в 1973 году таких попыток было зафиксировано всего 2. В обоих случаях угонщиками оказались психически нездоровые люди. Один из них хотел угнать самолет с целью протаранить Белый дом и убить тогдашнего президента США Ричарда Никсона. Последний случай подобного угона произошел в 1983 году. Boeing 727-51, борт N467US, после захвата продолжил эксплуатироваться авиакомпанией Northwest Airlines. 6 июня 1978 года с бортномером N838N был куплен авиакомпанией Piedmont Airlines.
от которой сдавался в лизинг авиакомпаниям United Technologies, Flight Dynamics и Key Airlines. В мае 1985 года был списан и в 1996 году разобран на металлолом на кладбище самолетов в аэропорту Гринвуд-Лефлор в Миссисипи. Некоторые части самолета продолжают летать и сегодня в качестве запасных частей, установленных на самолеты парка Federal Express 727. Агенты ФБР нашли черный галстук с зажимом на месте 18И, где сидел Купер. К галстуку был прикреплен золотой зажим для галстука с круглой перламутровой оправой в центре зажима. ФБР определило, что галстук продавался исключительно в универмагах JCPenney, но был снят с производства в 1968 году. В конце 2007 года ФБР объявило, что его экспертам удалось составить частичный профиль ДНК на основе 3 органических образцов, 2 маленьких и 1 большой, найденных на зажиме для галстука в 2001 году. Разумеется, при условии, что образцы принадлежали именно Куперу. В марте 2009 года ФБР объявило, что палеонтолог из Музея естественной истории и культуры Берка в Сиэтле, Том Кей, собрал команду волонтеров, включая научного иллюстратора Кэрол Абраченскас и металлурга Алана Стоуна, для собственного расследования, и ему был дан полный доступ к уликам. Впоследствии группу стали именовать «Исследовательская группа Купера». Команда Кея провела исследование, используя систему GPS, спутниковые снимки и прочие технологии, которые в 1972 году были недоступны. Хотя никакой по сути новой информации о местонахождении недостающей части выкупа или места приземления Купера им найти не удалось, в то же время им удалось с помощью микроскопии найти на галстуке Купера множество мелких частиц, частично проливающих свет на то, в каких местах обладатель галстука, если все это время его носил только Купер, появлялся до угона. Так им удалось найти на галстуке споры лейкоподия. Эти споры активно используют в медицине, поэтому, вероятно, галстук имел контакт с неким фармацевтическим продуктом, а также фрагменты висмута и алюминия. В ноябре 2011 года Кей объявил, что на галстуке были найдены частицы чистого титана. Поскольку в 1970-х годах доступ к титану широко имелся только на химических предприятиях и металлообрабатывающих заводах, то Купер мог быть химиком или металлургом. Но поскольку следы были найдены на галстуке, то Купер, видимо, был инженером или менеджером на соответствующем предприятии. В январе 2017 года Кей и его команда объявили, что на галстуке также были обнаружены частицы редкоземельных минералов, такие как сульфид церия и стронций. В 1970-х такие элементы применялись в разработке сверхзвукового Boeing 2707. Разработка была свернута за год до угона, что предполагает, что Купер мог быть работником компании Boeing. Это в целом объясняло, откуда Купер так хорошо знал техническую составляющую самолета. Другими предприятиями, которые использовали в это время такие элементы, были портландские отделения фирм Teledyne Technologies и Tektronix, которые использовали эти элементы в изготовлении электронно-лучевых приборов. В 2019 году ФБР опубликовало отчет, в котором указывалось, что примерно через 3 часа после прыжка Купера было сообщено о краже со взломом в небольшом продуктовом магазине недалеко от Хейсона, штат Вашингтон, расположенного в расчетной зоне поиска, в которой Northwest Airlines представила ФБР. ФБР отметил, что грабитель взял только предметы выживания, такие как вяленая говядина и перчатки. Агенты ФБР обнаружили на сиденье Купера 2 образца волос. Одну прядь волос с конечностей на сиденье и одну прядь каштановых волос европеоидной расы на подголовнике. Волосы с конечностей были уничтожены после того, как криминалистическая лаборатория ФБР определила, что образец не обладает достаточно уникальными микроскопическими характеристиками, чтобы быть полезным. Тем не менее, криминалистическая лаборатория ФБР определила, что волосы на голове подходят для сравнения в будущем, и сохранила волосы на предметном стекле микроскопа. Во время своих попыток построить профиль ДНК Купера в 2002 году, ФБР обнаружило, что образец волос был утерян. В пепельнице подлокотника сиденья 18И агенты ФБР обнаружили 8 окурков с фильтром. Они были отправлены в криминалистическую лабораторию ФБР для поиска отпечатков пальцев. Но следователи не смогли найти отпечатки пальцев и вернули образцы в местный офис в Лас-Вегасе. В 1998 году ФБР пыталась извлечь ДНК из окурков, но обнаружила, что окурки были уничтожены, когда они находились на хранении в полевом офисе в Лас-Вегасе.
По причине того, что в процессе угона самолета никто из заложников не пострадал и не погиб, ровно как и сам самолет не получил никакого серьезного урона, то в 1976 году должен был завершиться срок давности преступления. Разразившаяся дискуссия в итоге привела к тому, что в ноябре 1976 года большое жюри Портленда заочно предъявило Куперу обвинение и постановило, что если когда-нибудь Купера найдут, то при условии, что он будет жив на момент ареста, он будет обязан предстать перед судом. На основе всех материалов по делу ФБР составило про Купера следующие характеристики. Купер, вероятно, был левшой, так как зажим на его галстуке был защелкнут с левой стороны. Купер хорошо знал окрестности Сиэтла, потому что, будучи в самолете, узнал с высоты Такому. Купер мог быть ветераном ВВС США, потому что знал тогдашнее местоположение базы ВВС Маккорд-Филд. Это также объясняло, откуда у него могли быть навыки парашютиста. Купер вполне мог или планировал затаиться путем того, что после угона вернулся к прежней жизни, для чего очень удачно выбрал день угона. День благодарения празднуется по четвергам и является выходным днем, тогда как последующие 3 дня тоже являются выходными. За этот период у Купера было предостаточно времени, чтобы выбраться из леса и вернуться домой до понедельника. Купер специально попросил 2 набора парашютов, чтобы внушить ФБР, что он может спрыгнуть вместе с заложником. Таким образом, он заранее обезопасил себя от того, чтобы ему дали неисправный парашют. Купер хорошо знал устройство самолетов типа Боинг. Он специально выбрал самолет 727-100, потому что тот идеально подходил для задуманного. Его конструкция имела так называемую одноточечную заправку. Новшество того времени, которое позволяло заправлять все топливные баки самолета через один топливный порт разом, что сокращало время заправки. Все 3 выхлопных двигателя располагались значительно выше кормового трапа, что позволяло Куперу безопасно спрыгнуть, не попав в их зону. Сам самолет мог лететь на сравнительно низкой высоте, что для тогдашних коммерческих авиалайнеров тоже было новшеством. Кормовой трап можно было открыть во время полета с помощью переключателя, который расположен там же в хвосте самолета. Причем в таких случаях закрыть трап путем управления из кабины пилота было невозможно. В общем и целом, Купер обладал о самолетах знаниями, которые были больше свойственны для работника ЦРУ, чем для рядового гражданина. Купер мог быть в очень тяжелом финансовом положении, поскольку угон целого самолета с целью выкупа с последующим прыжком был довольно рискованной затеей. С другой стороны, Купер мог быть и искателем острых ощущений. Имя Дан Купер угонщик мог позаимствовать у героя одноименной франко-бельгийской серии комиксов Альбера Вейнбера и Жанна Мишеля Шарли, смешного, но героического пилота королевских ВВС Канады. Однако комиксы про Дана Купера никогда не переводились на английский и в США не продавались, на основе чего был сделан вывод, что Купер какое-то время мог жить в Европе. Том Кей и его группа отметили, что когда Купер назвал Флоренс Шафнер сумму выкупа, то с ее слов он упомянул не доллары, а Negotiable American Currency, свободно обращающуюся американскую валюту. Такие словесные обороты не свойственны тем, кто родился, вырос или всю жизнь прожил в США. Отталкиваясь от теории про комиксы о Дэне Купере, Кей и его группа выяснили, что эти комиксы продавались в то время в Канаде, так как они были написаны на французском, то продавались в Квебеке. А поскольку никто из свидетелей не заметил у Купера какого-либо ярко выраженного акцента, то они сделали вывод, что Купер мог быть родом из Канады. Хотя ФБР в начале расследования придерживалось мнения, что Купер был профессиональным парашютистом, последний глава Следственного комитета по делу до его распуска в 2016 году, Ларри Карр, объявил, что в конечном итоге ФБР отмело версию о профессиональных навыках Купера. С профессиональной точки зрения прыжок Купера был чистой воды самоубийством. Стоял ноябрь, и самолет пролетал через грозовую область, из-за чего за бортом стояла соответствующая температура. По их данным, температура ветра была минус 10 градусов по Цельсию. Но Купер спрыгнул, будучи одетым лишь в деловой костюм и мокасины, и со старым парашютом и нерабочим запасным. Но даже если предположить, что Купер пережил прыжок, в одиночку выжить в горах в это время года он бы не смог. У него должен был быть на земле сообщник, но даже при наличии последнего прыжок был самоубийством. Был поздний вечер, самолет пролетал над нежилой территорией без ярких источников освещения, из-за чего Купер в прямом смысле слова прыгал в неизвестность, не имея никакого представления о том, над каким ландшафтом в данный момент пролетает самолет.
Таким образом, ФБР больше склонялось к мысли, что Купер не пережил падение и в период расследования попыталась искать его в числе тех жителей штата, которые пропали без вести в тот 4-дневный период. Но таких людей обнаружено не было. Другие противоречия, отмеченные ФБР, включали тот факт, что Купер потребовал денежный выкуп. Купер потребовал немаркированные купюры, но весьма маловероятно, чтобы он не знал, что даже в таком случае деньги все равно будут отслежены по индивидуальным номерам. Некий местный журналист выдвинул версию, что пакеты с деньгами, которые нашли на Тина-бар, скорее всего выбросил сам Купер, когда понял, что не сможет ими воспользоваться. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий в 2020 году рассказал газете «Комсомольская правда», что с профессиональной точки зрения Купер вполне мог пережить прыжок. В период с 1971 по 2016 годы ФБР проверило больше 1000 подозреваемых на роль Купера. Одни заявляли прямо при жизни, что они являются Купером, другие делали это якобы на смертном одре. Третьи же вообще не делали никаких признаний, и о тождествах заявляли их родные и близкие из-за соответствующих подозрений. Ни в одном случае не было найдено никаких прямых доказательств, чтобы предъявить им обвинение. Первым и самым главным подозреваемым стал Ричард Флойд МакКой-младший, ветеран армии, который отслужил 2 срока во Вьетнаме, сначала в качестве подрывника, а затем с зелеными беретами в качестве пилота вертолета. После военной службы он стал уоррент-офицером Национальной гвардии штата Юта и заядлым парашютистом-любителем, стремясь, по его словам, стать государственным патрульным Юты. На момент угона он работал учителем воскресной школы. МакКой был самым известным кандидатом на роль Купера. 7 апреля 1972 года, через 5 месяцев после угона Купера, в Денвере он под псевдонимом Джеймс Джонсон сел на самолет Boeing 727, который аналогично имел кормовую лестницу, рейса 855 авиакомпании United Airlines. После взлета он достал ручную гранату и пистолет. Позже выяснилось, что первая была бутафорией, а второй был просто не заряжен. Потребовал 4 парашюта и $500 000. После доставки денег и парашютов в международный аэропорт Сан-Франциско, МакКой приказал поднять самолет в небо и выпрыгнул с кормового трапа, когда тот пролетал над Прово. При обыске в самолете нашли рукописную записку с инструкциями по угону и отпечатки МакКоя на журнале, который он читал. МакКоя идентифицировали, когда сравнили почерк записки с его записями, которые он делал на военной службе. 9 апреля МакКой был арестован. Из $500 000 при нем были найдены $499 970 и приговорен к 45 годам в Льюиксбургской федеральной тюрьме, откуда он вместе с несколькими сообщниками сбежал 10 августа 1974 года, протаранив ворота тюрьмы захваченным мусоровозом. Спустя 3 месяца ФБР выследило МакКоя в Вирджиния-Бич, где он был убит в перестрелке с агентами. По причине того, что угон МакКоя совпадал с угоном Купера почти до мельчайших деталей, он был самым потенциальным кандидатом на роль Купера. В 1991 году офицер по условно-досрочному освобождению Берни Ротс и бывший агент ФБР Рассел Каллейм выпустили книгу «Ди.Би. Купер. Настоящий МакКой», в которой прямо назвали МакКоя Купером. В качестве доказательств они привели слова семьи МакКоя, что галстук и заколка для него похожи на те, которые были у МакКоя, и что сам МакКой на суде не только признал свою вину за угон, но и отказался сделать какое-либо признание или отрицание того, что он был Купером. Также в книге была цитата утверждения агента Нико Хары, который был тем, кто застрелил МакКоя. Он утверждал, что застрелил именно Купера. Хотя МакКой внешне был похож на фоторобот Купера, ФБР официально исключило его из списка подозреваемых, потому что он был моложе Купера и потому что сочло его уровень навыка по прыжкам с парашютом гораздо более высоким, чем тот, которым располагал Купер. Также были обнаружены весомые доказательства того, что в день угона МакКой находился в Лас-Вегасе, а на следующий день отмечал со своей семьей дома День Благодарения. Следующим главным подозреваемым был Дуэйн Уэбер, ветеран Второй мировой войны, который в период с 1945 по 1968 годы отбывал срок по меньшей мере в 6 тюрьмах за кражу со взломом и подделку документов. О себе, как о Купере, публично не заявлял. Со слов его вдовы, он за 3 дня до своей смерти сказал ей, что он Дэн Купер. На тот момент женщине это имя ни о чем не говорило. Лишь спустя несколько месяцев после смерти мужа, ее друг рассказал ей историю угона. Тогда она отправилась в местную библиотеку, чтобы почитать про Купера,
и нашла книгу Макса Гюнтера «DB Cooper – What Really Happened». Когда она ее раскрыла, то обнаружила на полях многочисленные заметки, сделанные почерком, который, по ее словам, был аналогичен почерку мужа. Другие косвенные доказательства с ее же слов включали следующее. Уэбер любил пить бурбон. Уэбер имел старую травму колена, которую, как он объяснил, он получил, прыгая с самолета. Один раз она слышала, как Уэбер разговаривал во сне и упомянул что-то про отпечатки на кормовой лестнице. В ноябре 1979 года они съездили на реку Колумбия, и Уэбер в какой-то момент совершил там одиночную прогулку в районе пляжа Тина-Бар. Через 4 месяца 8-летний Брайан Инграм нашел там пакеты с деньгами. В июле 1998 года ФБР официально исключило Уэбера из списка потенциальных подозреваемых. Не было найдено прямых доказательств и не совпали отпечатки пальцев. Проведенная позже экспертиза ДНК тоже дала отрицательный результат. Дело Купера превратилось в тонны тупиковых свидетельств очевидцев. Все материалы по делу хранятся в подвале отделения ФБР в Сиэтле и занимают несколько полок в длинных рядах, которые открываются и закрываются с помощью вращающихся черных пластиковых колес. Среди агентов, занимающихся этим делом сейчас, есть убеждение, что Купер погиб в прыжке. Условия были просто слишком жестокими, чтобы выжить. Когда по почте приходит новое сообщение от свидетеля, федералы обычно не обращают на него внимания и откладывают в архив. Одно из таких обращений поступило от Лайла Кристиансена. Он утверждал, что несколько раз рассказывал ФБР о своем старшем брате. «Дорогие добрые люди», начинается копия одного из его писем, написанного в ноябре 2003 года. «Вот история о том, как я начал подозревать, что мой брат – DB Cooper. Он сказал им, что как-то вечером смотрел телевизор и включил передачу «Неразгаданные тайны», в которой показывался эпизод о деле Купера. Я таки присел в свое кресло, потому что мой брат был точной копией составного наброска подозреваемого. Будучи очень подозрительным, он начал изучать это дело. Было так много обстоятельств, что я убедился, что мой брат действительно DB Cooper. Кеннет Питер Кристиансен был интендантом Northwest Orient Airlines. Завербовался в армию в 1944 году и прошел подготовку десантника. Отправился на высадку в 1945 году, но к тому моменту Вторая мировая война уже закончилась, и Кристиансен остался в Японии в составе оккупационных войск, где в конце 1940-х годов совершал тренировочные прыжки с парашютом. После ухода из армии в 1954 году он пошел работать механиком в Тихоокеанское отделение Northwest Orient Airlines, где дослужился до стюарда, а после перевелся интендантом в Сиэтл. Умер от рака в 1994 году. Кеннет был левшой, аналогично любил курить и пить бурбон, и через несколько месяцев после угона купил дом, как показалось Лайлу, за наличные. Со слов Лайла, перед самой смертью в 1994 году Кеннет заявил ему следующее: «Есть кое-что, что ты должен знать, но чего я не могу тебе сказать». Лайл не стал тогда настаивать. После его смерти родственники нашли в его имуществе золотые монеты, целую коллекцию марок, а также банковские счета, на которых было более 200 тысяч долларов. Также была обнаружена папка с газетными вырезками Northwest Orient. Никакой конкретики в самих заметках не было, но первая была датирована серединой 1950-х, когда Кеннет начал работать в данной авиакомпании, а последняя датировалась накануне угона. «Я не становлюсь моложе», — снова написал Лайл Кристиансен в ФБР, последний раз в январе 2004 года. «Прежде чем я умру, я хотел бы узнать, был ли мой брат DB Купером. Из того, что мне удалось узнать, я могу сделать вывод, что без сомнения это был он». Лайл пытался сообщить в ФБР о своих наблюдениях, но там не приняли его заявление. Тогда он попытался заинтересовать своим рассказом режиссера Нору Эфрон, но и эта попытка не увенчалась успехом, но в то же время привлекла внимание общественности к персоне Кристиансена. Флоренс Шафнер была в 2007 году предъявлена для опознания его фотографии, и та подтвердила, что он в целом очень похож на Купера. Но утверждать, что это он, на 100% все же не смогла. Примечательно, что к Тине Маклоу, которая контактировала с Купером гораздо больше, с аналогичной просьбой не обращались. Затем Лайл связался с частным детективом в Нью-Йорке, с Кипом Портеусом, который в 2010 году опубликовал книгу с утверждением, что Кеннет Кристиансен был Дэном Купером. Книга вызвала большую огласку, и в итоге Кристиансеном заинтересовались сыщики-хакеры, которые в итоге установили, что Кеннет Кристиансен купил дом не за наличные, а в ипотеку, которую погасил только через 17 лет.
а 200 тысяч долларов были получены им в результате продажи около 20 акров земли, 18 тысяч за акр в середине 1990-х годов. Лайл также отправил по почте одному из репортеров несколько фотографий и документов и начал рассказывать о своей семье. Они выросли на ферме с коровами, свиньями, тракторами и курами. Это было во время Великой депрессии. «Все мы, дети, не получали много объятий, когда росли, и из-за этого мы многое упустили», — говорит Лайл. «Я думаю, что это сделало нас всех немного застенчивыми и заставило нас ждать объятий. Наши люди были так заняты. Папа работал в поле, а мама готовила, шила, стирала, консервировала, занималась садоводством, а также помогала убирать урожай. Ради развлечения они отправились на окружную ярмарку, где отец однажды сразился с бойцом и заработал $100, продержавшись один полный раунд. Лайл и Кенни наблюдали, как их отцу выплатили 5 купюр по $20. «Кенни никогда не забудет эти 20-долларовые купюры», — говорит Лайл. Это были большие деньги во время Великой депрессии. Их отец тоже изобретал вещи. Одним из них было хитрое устройство, которое должно было работать как вечный двигатель, вспоминает Лайл. Он был сделан из дерева и двигался по мрамору. В детстве Лайл отличался от Кенни. Лайл увлекался контактным спортом и девушками. Кенни любил классные вещи. Кенни был настолько точен в своих рисунках, что рисовал иллюстрации для сотрудников ежегодника. Он играл на корнете в оркестре и пел в мужском хоре. Он танцевал чечетку. Сыграл в нескольких школьных спектаклях, а в спорте Кенни установил школьные рекорды в беге на полмили. В старших классах он был лучшим в своем классе и имел выбор из 12 частных колледжей. Шла война. Это был 1944 год. И Кенни записался на военную службу. Он думал о ВВС, но остановился на армии и выбрал элитную, опасную и потому более высокооплачиваемую специальность – парашютисты. Кенни всегда искал способы заработать, рассказывал его брат Лайл. Тренировки были жестокими. К тому времени Кенни пристегнул все свое снаряжение, включая парашют и запасной парашют, шлем, флягу, патронтаж, компас, перчатки, сигнальные ракеты, книгу сообщений, ручные гранаты, мачете, винтовку М1 Гарант, кольт 45-го калибра, батарейки для радио, кусачки, набор для бритья, растворимый кофе, бульонные кубики, конфеты. Все снаряжение весило целых 40 килограмм. Парашютисты облачались в такую тяжелую экипировку, им приходилось неделями выживать в тылу врага, что они не могли самостоятельно входить на транспортные самолеты. Прыжки тоже были опасными. Качество парашютов было примитивным. Их нельзя было направить в сторону от линий электропередач или деревьев. Парашютисты сильно ударялись о землю ботинками, ушибая лодыжки и колени, а в некоторых случаях и ломая их. Кенни тренировался в составе 11-й воздушно-десантной дивизии «Ангелы», которая была отправлена в Тихий океан. Но он никогда не участвовал в боях. Когда 16 августа 1945 года его наконец отправили в армию, как свидетельствуют его демобилизационные документы, война была окончена. Он оказался в Японии, присоединившись к первоначальным оккупационным силам. Он руководил почтовым отделением и зарабатывал дополнительные деньги. По словам Лайла, после колледжа его брат вернулся в Тихий океан, на этот раз на атолл Бикини на Маршалловых островах. Там правительство испытывало ядерные бомбы. Кенни работал телефонным оператором. Там ему было одиноко, хотя он любил одиночество и жаркую погоду. Кенни любил пляжи, всегда копил деньги на поездки в теплые края. Даже дома он откладывал деньги на дорогу. В колледже он устроился продавать подписку на дорожные журналы. Он ездил однажды с карнавалом, продавая билеты. Затем он уезжал в более теплые края – Ямайку, Лагуна-Бич, Лос-Анджелес, Мехико. Затем Кенни узнал о работе в авиакомпании. Компания Носвест, базирующаяся в Миннеаполисе, искала техников для работы на своих самолетах в Шимье, острове на Алиутских островах. Начинал он механиком, а в 1956 году снова был принят на работу бортпроводником. Он переехал на юго-запад Вашингтона и был назначен казначеем. Это означало дополнительную ежемесячную оплату в размере $50, а также работу с таможенными и иммиграционными агентами и управление деньгами самолета. ФБР официально объявило, что не считает Кеннета Кристиансена потенциальным подозреваемым. Во-первых, нет конкретных доказательств его причастности. Во-вторых, не совпадает описание внешних данных. Хотя Кристиансену было 45 лет на момент угона, он был ниже ростом и легче по весу, чем описывали Купера. В-третьих, Кристиансен имел хорошие навыки парашютиста, и по мнению ФБР, будь он на месте Купера, он бы не решился на такой безрассудный прыжок.
Еще одним подозреваемым был Теодор Бердет Брейден-младший. Он был спецназовцем во время войны во Вьетнаме, мастером прыжков с парашютом и преступником. Родившись в Огайо, Брейден впервые вступил в армию в возрасте 16 лет в 1944 году, служа в 101-м воздушно-десантном полку во время Второй мировой войны. В конце концов, он стал одним из ведущих военных парашютистов, часто представляя армию на международных турнирах по прыжкам с парашютом. Согласно армейским записям, он совершил 911 прыжков. В 1960-х годах Брейден был руководителем группы в МАК-ВСОК, сверхсекретном подразделении спецназа США, созданном для ведения спецопераций и действовавшем во время Вьетнамской войны в различных странах. Он также служил военным инструктором по прыжкам с парашютом, обучая технике свободного падения членов проекта «Дельта». Брейден провел 23 месяца во Вьетнаме, проводя секретные операции как в Северном, так и в Южном Вьетнаме, а также в Лаосе и Камбодже. В декабре 1966 года Брейден дезертировал из своего подразделения во Вьетнаме и отправился в Конго, чтобы служить наемником, но был арестован там агентами ЦРУ и отправлен обратно в США для предания военному суду. Хотя дезертирство рассматривалось как тяжкое преступление, Брейден отделался лишь тем, что в 1967 году был уволен с почетом, и ему было запрещено повторно поступать на военную службу. Таким образом, ЦРУ заставило его хранить в секрете тайну о деятельности МАК-ВСОК. В 1967 году Брейден стал героем статьи в октябрьском выпуске журнала Remberts. В статье коллега Брейдена по спецназу Дон Дункан описал его как человека с тайным желанием смерти, который постоянно подвергает себя ненужной опасности, но, кажется, всегда выходит сухим из воды. Дункан утверждал, что Брейден во время прыжков всегда пренебрегал правилами безопасности. Он также утверждал, что во Вьетнаме Брейден зарабатывал деньги тем, что часто участвовал в сомнительного рода сделках. О жизни Брейдена после армии мало что известно. На момент угона он работал водителем грузовика компании Consolidated Freightways, штаб-квартира которой находилась в Ванкувере, недалеко от предполагаемой зоны приземления Купера. В какой-то момент в начале 70-х годов он стал фигурантом дела ФБР по поводу его кражи $250 тысяч во время затеянной якобы им аферы с грузоперевозками. Однако никаких официальных обвинений ему так и не было предъявлено. В 1980 году федеральное большое жюри присяжных предъявило Брейдену обвинение в том, что он перегнал из Аризоны в Массачусетс фуру с краденным грузом, но приговор остался неизвестным. В 1982 году Брейден был арестован в Пенсильвании за вождение угнанного автомобиля с фиктивными номерами и за отсутствие водительских прав. В конце 1980-х Брейден в конечном итоге был отправлен в федеральную тюрьму Пенсильвании за неафишированные преступления. О себе как о Купере Брейден никогда не заявлял. О тождестве публично в разное время заявили Дрю Бисон в своей книге Paratrooper of Fortune и Стивен Мур в своей книге Uncommon Valor, которые в свою очередь сослались на то, что в военных кругах США якобы очень часто циркулировали слухи о том, что именно Брейден мог быть Купером. В целом Брейден совпал по многим внешним данным с Купером и отличался лишь ростом. Его военные записи показывают, что его рост был 173 сантиметра. Но Бисон теоретизирует, что Брейден в момент измерения роста был без обуви, и в роли Купера мог носить обувь на высокой подметке. ФБР кандидатуру Брейдена на данный момент не прокомментировала. Другим подозреваемым был Уильям Пратт Госсет. Он был ветераном сил морской пехоты, армии и ВВС, который воевал в Корее и Вьетнаме. Его военный опыт включал в себя продвинутую подготовку к прыжкам с парашютом и выживание в дикой природе. После увольнения с военной службы в 1973 году он работал инструктором в корпусе подготовки офицеров запаса. Преподавал военное право в Государственном университете Вебер в Огдене в штате Юта и вел радио-ток-шоу в Солт-Лейк-Сити, в котором обсуждались паранормальные явления. При жизни Госсет очень рьяно интересовался делом Купера и насобирал большую коллекцию газетных статей о нем. Согласно одной из его жен, Госсет однажды сказал ей, что он знает об этом деле достаточно много, чтобы написать Куперу эпитафию. После его смерти целых 5 человек, 3 его сына, отставной судья Юты и госзащитник из Солт-Лейк-Сити, который был другом Госсета, заявили, что под конец жизни Госсет признался им, что он и был Купером. Фотографии Госсета, сделанные в начале 70-х, действительно имеют большое сходство с фотороботом Купера. Личностью Госсета заинтересовался адвокат Гейлен Кук, который начал собирать о нем информацию.
Так ему удалось узнать, с его слов, что однажды Госсет показал своим сыновьям ключ от банковской ячейки в Ванкувере, в которой, как он утверждал, находились давно пропавшие деньги из выкупа. Старший сын Госсета, Грег, сказал, что как раз перед Рождеством 1971 года, через несколько недель после угона, его отец показал ему большие пачки денег. Он пояснил, что Госсет был игроманом и часто играл в Лас-Вегасе. В 1988 году Госсет изменил свое имя на Вольфганг и стал римско-католическим священником, что Кук интерпретировал как попытку скрыть свою личность. Другие косвенные доказательства включают показания, которые Кук якобы получил от пассажира Уильяма Митчелла. С его слов тот сообщил ему, что у Купера была некая деталь физического характера, и которую Кук, по его словам, нашел у Госсета, но саму деталь так и не раскрыл. Кук также утверждал, что нашел нечто, что возможно могло служить доказательством того, что письма в газеты после угона присылал Госсет. Ларри Карр объявил, что Уильям Госсет является крайне неоднозначным кандидатом на роль Купера. ФБР не смогло найти никаких весомых доказательств его причастности и даже не смогло достоверно установить его местонахождение в день угона. Карр пояснил, что единственные доказательства – это лишь слова других людей о том, что Госсет якобы признался им. Следующим подозреваемым вообще была женщина. Барбара Дейтон была библиотекарем Вашингтонского университета и занималась на досуге пилотированием. Будучи рожденным мужчиной, Дейтон в 18 лет попытался вступить в ВВС, потому что обожал полеты, но не прошел по зрению и пошел служить в торговый флот США. Участвовал во Второй мировой войне. После увольнения Дейтон перебивался различными заработками, работая со взрывчатыми веществами в строительной отрасли или механиком в автосервисах, и параллельно занимался парашютным спортом. Он стремился к профессиональной авиакарьере, но не смог получить лицензию коммерческого пилота, потому что провалил вступительные тесты в Федеральное управление гражданской авиации США. Однако в 1959 году сумел получить лицензию частного пилота. В конце 1969 года перенес операцию по смене пола, став таким образом Барбарой Дейтон. Публично о себе как о Купере никогда не заявляла. Заявление сделали супруги Пэт и Рон Форманы в 2008 году, выпустив книгу «Легенда о Д.Б. Купере». В ней они рассказали, что познакомились с Дейтон в 1977 году. Спустя 2 года та решилась им доверить свою тайну и рассказала, что это она была Купером, замаскировавшись на время угона под мужчину. С ее слов, она находилась в сильной депрессии после операции, очень нуждалась в деньгах, к тому же была обижена на Федеральное управление гражданской авиации за их вступительные тесты, которые, как она считала, содержали кучу ненужных вопросов. По ее словам, после приземления она спрятала деньги в оросительной цистерне рядом с Вудбером. Позже Дейтон стала утверждать, что ее слова были всего лишь шуткой. Форманы пришли к выводу, что она узнала, что срок давности на дело Купера не распространяется. Хотя сами Форманы считали, что она не могла быть Купером, Дейтон была ниже ростом и имела другой цвет глаз. После ее смерти они связались с ФБР и передали им свои наблюдения, но ФБР, с их слов, их отклонило по тем же причинам. Деньги на том месте, где их якобы оставила Дейтон, найдены не были. В числе подозреваемых находился Джек Кофилд. Он был мошенником, бывшим заключенным и предположительным правительственным информатором. Сам же он утверждал, что был также и доверенным лицом Роберта Тодда Линкольна Беквита, последнего бесспорного потомка Авраама Линкольна. Считается, что он был первым, кто публично назвал себя Купером, что произошло спустя год после угона, когда он находился в тюрьме. С его слов, он приземлился недалеко от Маунт-Худ, примерно в 80 километрах к юго-востоку от Ариэля, но получил травму и потерял при этом деньги за выкуп. С помощью своего бывшего на тот момент уже вышедшего на свободу сокамерника, Джеймса Брауна, Кофилд попытался продать свою историю одной продюсерской компании в Голливуде, чем и привлек внимание. Появились сообщения, что Кофилда действительно видели в Портленде в день угона, и что более того, именно в тот период он получил травмы ног. Поскольку внешне Кофилд действительно походил на фоторобот, то ФБР проверило его показания и в итоге сочло их выдумкой. Во-первых, Кофилду было за 50 на момент угона. Во-вторых, хотя он и упомянул в своей истории детали, которые не были нигде обнародованы, ФБР заявило, что эта информация сильно отличается от той, которая реально не была обнародована. Джеймс Браун продолжал торговать историей Кофилда еще долго после его смерти в 1975 году. Еще одним подозреваемым был Лин Дойл Купер,
кожевник и ветеран Корейской войны. При жизни о себе как о Купере не заявлял. О нем заявила в июле 2011 года его племянница Марла Купер. С ее слов, когда ей было 8 лет, то она слышала, как Лин и еще один ее дядя задумали нечто, что она описала как озорное, в доме ее бабушки в Систерсе, 240 километрах к юго-востоку от Портленда, за день до угона. Причем задуманное включало в себя использование дорогостоящих раций. На следующий день оба дяди ушли, по их словам, охотиться на индейку. Когда они вернулись спустя день, то Лин был в окровавленной рубашке, потому что якобы попал в аварию. Марла также помнила, что хотя Лин не был парашютистом или десантником, но он зачитывался комиксами про Дэна Купера. На фотороботе, который выпустила ФБР, Лин Купер был не очень похож, но статья в журнале New York Magazine, где в 2011 году впервые был обнародован фоторобот на основе показаний Роберта Грегори, утверждала, что у Лина Купера были как раз такие же волнистые волосы, как на фотороботе Грегори. ФБР взяла на анализ ремешок от гитары, который в свое время сделал Лин Купер, и объявила, что отпечатки на ремешке не совпадают с отпечатками в самолете, а также, что анализ ДНК Лина Купера не совпадает с образцами ДНК на галстуке, хотя опять же заявила, что нет никакой гарантии, что образцы на галстуке принадлежали именно угонщику. Джозеф Лакич был майором армии США в отставке и ветераном Корейской войны. Купером себя никогда не называл. Под подозрение попал потому, что в период угона работал в Нэшвилле начальником производства на заводе электронных конденсаторов, что могло объяснить наличие на галстуке Купера титановых частиц. Тина Маклоу во время допроса упоминала, что на ее вопрос о причинах действий Купер коротко ответил, что действует не потому, что обижен на их авиакомпанию, а потому, что просто обижен. За 2 месяца до угона дочь Лакича, Сьюзен Гиф, оказалась в заложниках и погибла в результате неудачных переговоров ФБР. Роберт Ричард Лепси, менеджер продуктового магазина в Грейлинге в штате Мичиган, который таинственно исчез в 1969 году в возрасте 33 лет. 3 дня спустя в местном аэропорту была найдена его машина, и одновременно выяснилось, что ранее человек, похожий на Лепси, был замечен на борту самолета, который улетел в Мексику. Власти в конечном итоге пришли к выводу, что Лепси, если это был он, улетел в Мексику добровольно, поэтому расследование было прекращено. Через 2 года после угона родные Лепси заметили, что фоторобот Купера в целом похож на него, и что описание одежды Купера очень похоже на ту одежду, которую Лепси носил на работе. В 1976 году Лепси был официально признан умершим. Хотя Роберт Лепси часто упоминается в различных публикациях о Купере, ФБР на данный момент его кандидатуру никак не прокомментировала. В 2011 году одна из дочерей Лепси предоставила ФБР свой образец ДНК для анализа, но результаты экспертизы обнародованы не были. Джон Эмиль Лист, американский массовый убийца, 9 ноября 1971 года с использованием огнестрельного оружия совершил убийство своей матери, жены и 3 детей в их доме в Уэстфилде, штат Нью-Джерси, после чего скрылся. Лист был арестован лишь 1 июня 1989 года, после выпуска телепередачи America's Most Wanted, посвященного его убийствам. Был признан виновным во всех убийствах и приговорен к 5 пожизненным срокам. Скончался в тюремной больнице от пневмонии в 2008 году. После ареста Листа ФБР проверяло его на возможность того, что он мог быть Купером, так как Лист пропал за 2 недели до угона и совпадал возраст. Лист на допросах, признавший вину за убийство семьи, наотрез отвергал какую-либо причастность к Куперу. Поскольку никаких весомых доказательств так найдено и не было, то ФБР официально исключило Листа из списка подозреваемых. Теодор Эрнест Мейфилд, ветеран спецназа, пилот, парашютист и инструктор по прыжкам с парашютом. В 1994 году был осужден за убийство по неосторожности после того, как 2 его ученика погибли, когда их парашюты не раскрылись из-за неисправностей в снаряжении. Позже он был признан косвенно виновным за смерть еще 13 человек по тем же причинам. Его криминальное прошлое также включало вооруженное ограбление и перевозку угнанных самолетов. В 2010 году он был приговорен к 3 годам условно за пилотирование самолета с недействующей лицензией пилота. По словам агента ФБР Ральфа Химмельсбаха, кандидатура Мейфилда рассматривалась еще в самом начале расследования, но была исключена из-за его алиби. Менее чем через 2 часа после приземления самолета в Рино
Он позвонил Химмельсбаху, чтобы дать ему консультацию относительно стандартных методов прыжков с парашютом и возможных зон посадки Купера. По мнению Химмельсбаха, будь Мейфилд Купером и переживи он приземление, за 2 часа он бы не успел добраться до ближайшего телефона. В 2006 году 2 исследователя-любителя Дэниел Дворак и Мэтью Майерс выставили кандидатуру Мейфилда в качестве подозреваемого, утверждая, что они собрали убедительные, но косвенные доказательства. В первую очередь они предположили, что Мейфилд звонил Химмельсбаху только для того, чтобы иметь подтвержденное алиби, и оспорил заявление Химмельсбаха. Мейфилд не смог бы позвонить менее чем через 2 часа. Сам Мейфилд отрицал какую-либо причастность и сделал странное заявление, сказав, что ФБР звонило ему 5 раз еще тогда, когда самолет был в воздухе. Пара мигом обратила на это внимание, потому что Химмельсбах утверждал, что в тот день ФБР не звонило Мейфилду. Тогда Мейфилд публично заявил, что Дворак и Майерс попросили его подыграть их теории, на что пара среагировала ответным заявлением, назвав это публичной ложью. ФБР не давал никаких комментариев, кроме первоначального заявления Химмельсбаха о том, что Мейфилд был исключен в качестве подозреваемого в самом начале расследования. Шеридан Питерсон II. Ветеран Второй мировой войны, где служил морпехом. В поле зрения следователей он попал очень скоро после угона, потому что был более чем потенциальным подозреваемым. В тот момент он работал техническим редактором в сиэтлском отделении компании Boeing. Совпадали описание внешности и возраст, однако разнился цвет глаз. У Шеридана был опыт в пожарном десантировании. Его друзья и собственная жена признали, что подобная затея была вполне в его духе. Питерсон категорически отрицал свою причастность к Куперу и утверждал, что в день угона был в Непале. В то же время он признавал и свою схожесть с фотороботом, и доводы, из-за которых его подозревали, поэтому до конца жизни охотно давал интервью на эту тему. Вне работы Питерсон был политическим активистом и оказывал помощь беженцам войны во Вьетнаме. В то же время, как подозреваемый на роль Купера, Питерсон был крайне непопулярен, и его имя редко упоминалось в сопутствующих материалах. Не имея каких-либо полноценных улик против Питерсона, ФБР очень скоро оставило его в покое и вспомнило о нем после того, как с галстука были извлечены образцы ДНК. Питерсон дал образец своего ДНК для сравнения, однако ФБР не стало оглашать результаты. Роберт Уэсли Рекстроу-старший. Пилот в отставке и бывший заключенный, который служил в армейском вертолетном экипаже и других подразделениях во время Вьетнамской войны. В поле зрения агентов ФБР, которые занимались делом Купера, он попал в феврале 1978 года, после того, как был арестован в Иране и депортирован в США, где ему предъявили обвинения в хранении взрывчатых веществ и подделке чеков. Несколько месяцев спустя, будучи освобожденным под залог, Рекстроу попытался инсценировать собственную смерть, передав по радио ложный сигнал бедствия и сообщив диспетчерам, что он готовится выпрыгнуть из арендованного самолета над заливом Монтерей. Позже полиция арестовала его в Фуллертоне по дополнительному обвинению в подделке федеральных сертификатов пилотов. Арендованный самолет, из которого он якобы выпрыгнул, был найден, будучи перекрашенным, там же в ближайшем ангаре. Хотя Рекстроу был похож на фоторобот Купера и имел хорошую парашютную подготовку, ФБР исключило его из списка подозреваемых из-за возраста. Ему было всего 28 лет на момент угона и отсутствие прямых доказательств. Как о потенциальном подозреваемом, о Рекстроу впервые заговорили в 2016 году, когда Томас Кольбер выпустил книгу «The Last Master Outlaw», в которой назвал Рекстроу Купером. В сентябре того же года, через 2 месяца после того, как ФБР официально приостановило расследование, он и адвокат Марк Зайд подали иск, чтобы заставить ФБР представить общественности материалы о Купере в соответствии с законом о свободе информации. В иске оба заявили, что ФБР приостановило активное расследование дела для того, чтобы подорвать теорию о том, что Рекстроу является Купером, дабы избежать неловкости из-за того, что бюро не смогло собрать достаточных доказательств для того, чтобы привлечь его к ответственности. ФБР комментировать все это отказалось, а адвокат Рекстроу назвал все эти обвинения самой глупой вещью в мире. Однако вокруг персоны Рекстроу сложилась отрицательная шумиха, и он потерял работу. В 2017 году, за 2 года до смерти, Рекстроу сделал признание, что он действительно назвал себя Дэном Купером в разговоре с Кольбером, но утверждал, что это была просто шутка. Сообщается, что одной из стюардесс рейса 305 предъявили для опознания фотографии Рекстроу, сделанные в 1970-х годах, и она не нашла в них никакого сходства с Купером.
Уолтер Ричард Река, военный ветеран и член Мичиганской парашютной команды. 17 мая 2018 года, через 4 года после его смерти, его друг Карл Лаурин, сам бывший парашютист и пилот коммерческой авиакомпании, на специально созванной пресс-конференции назвал Река Купером. В качестве доказательства он предъявил 3-часовые аудиозаписи их с Река телефонного разговора, сделанные в течение 6 недель в 2008 году, где тот признался, что он Дэн Купер, и описывал подробности угона, многие из которых до этого обнародованы не были. Все записи велись с согласия Река, который передал Лаурину нотариально заверенное письмо с разрешением тому обнародовать записи только после его смерти. Согласно письму, Река приземлился недалеко от Кли-Эллама в штате Вашингтон. Бредя под дождем по обочине дороги, он в конечном итоге набрел на придорожное кафе, где познакомился с неким мужчиной, которого описал как ковбой, и попросил того описать дорогу до кафе его некому другу, которому он позвонил по телефону-автомату. Основываясь на описании пейзажа, который Река якобы видел во время приземления, внутренней обстановки кафе и внешности ковбоя, Лаурин принялся искать последнего и в конечном итоге нашел. Им оказался местный житель Кли-Эллама Джефф Осиадыч, который в ночь на 24 ноября ехал на своем самосвале выступать на концерте в Грэндж-Холл. Еще до встречи в кафе он заметил бредущего под дождем по обочине мужчины и посчитал, что тот попал в аварию и теперь идет за помощью. Но он не смог его посадить к себе, поскольку в кабине не было свободного места, и поэтому поехал дальше. Его рассказ о дальнейшей встрече с этим человеком в кафе совпадал с показаниями Река. Когда Осиадычу предъявили фотографии Река, он якобы уверенно заявил, что это именно тот самый человек. В то же время он заявил, что на фотороботы Купера Река не был тогда похож совершенно. В 2016 году Лаурин передал всю информацию судебному лингвисту Джо Кеннигу, который, по его собственным словам, не нашел в ней никаких следов фальсификации и никаких нестыковок с данными ФБР. На основании этого в 2018 году он публично назвал Уолтера Река Дэном Купером. ФБР на данный момент кандидатуру Река никак не прокомментировала. Уильям Джей, ветеран военно-морского флота Второй мировой войны. После окончания школы он поступил на службу в ВМФ и вызвался добровольцем для боевой подготовки летного состава, сославшись на свое желание летать. После армии он работал на железной дороге Лехай-Вэлли и в 1970 году пострадал, когда обанкротилась отвечающая за нее транспортная компания Penn Central, из-за чего Смит лишился пенсии. О себе как о Купере никогда не заявлял. Спустя 11 месяцев после его смерти, в ноябре 2018 года, газета The Oregonian выпустила статью, рассказывающую о наблюдениях некого аналитика армии США, на основании которых тот пришел к выводу, что Смит может быть Купером. Он явно мог иметь большие познания о самолетах и парашютах благодаря службе в морской авиации. Хотя нет данных, что Смит когда-либо жил рядом с Сиэтлом и знал его окрестности, он мог узнать о Сиэтле от своего коллеги Дэна Клера, с которым какое-то время работал на верфи Оук-Айленд в Нью-Джерси. Клер во время войны служил в Форт-Льюисе. То, что Смит, работая на железной дороге, возился с локомотивами, могло объяснить появление на галстуке Купера следов алюминия. Был найден школьный ежегодник Смита, в котором в числе выпускников, которые погибли во время войны, значился некий Айра Дэниел Купер. Мотивом Смита могла быть ранее упомянутая потеря пенсии. ФБР о кандидатуре Смита заявила, что в случае с потенциальными подозреваемыми оно считает крайне неуместным давать пока какие-либо комментарии. Купер был одним из первых, кто попытался совершить воздушное пиратство для личной выгоды, но всего за 11 дней до угона Купера канадец Пол Джозеф Чини угнал самолет Air Canada DC-8 над Монтаной, но был схвачен экипажем, когда стал вешать дробовик на ремень своего парашюта. Воодушевленные очевидным успехом Купера, в 1972 году было предпринято 15 подобных попыток угона самолета, все безуспешные. Все они были выполнены по шаблону Купера. Как и у Купера, план состоял в том, чтобы угнать самолет, потребовать выкуп, а затем прыгнуть с парашютом из этого самолета. Для борьбы с этой волной угонов самолеты были оснащены устройством, получившим название «лопатка Купера», которая, отклоняясь под действием набегающего потока воздуха во время полета, препятствует открытию выхода в хвостовой части. Лопатка Купера, а также широкое внедрение других мер безопасности, таких как установка металлодетекторов в американских аэропортах, положили конец подражателям великого угонщика.
Вот некоторые особо примечательные примеры подражателей Купера. 24 декабря 1971 года Эверетт Холт угнал рейс 734 авиакомпании Northwest Orient Airlines после его взлета из Миннеаполиса по пути в Чикаго и потребовал $300 тысяч и 2 парашюта. Как и Купер, после того, как его выкуп был доставлен, он позволил пассажирам покинуть самолет. Пока он отвлекся, подсчитывая деньги для выкупа, летный экипаж сбежал из кабины. Понимая, что его планы сорваны, Холт мирно сдался. В конечном итоге Холт был помещен в психиатрическую больницу, прежде чем обвинения были сняты в мае 1975 года. 12 января 1972 года 22-летний Билли Юджин Херст угнал рейс 38 компании Брейниф, следовавший из Хьюстона в Даллас. Херст отпустил пассажиров, как только самолет приземлился в Далласе, но взял в заложники 4 стюардесс и 3 членов экипажа. Он потребовал выкуп в размере $1 миллиона, а также парашюты, веревку, мачете и охотничьи ботинки. Затем Херст потребовал, чтобы пилот вылетел в Южную Америку. Пока авиакомпания изо всех сил пыталась собрать полный выкуп, друзья Херста прибыли на место происшествия и убедили его сдаться без происшествий. В 1973 году Херста признали виновным в авиационном пиратстве и приговорили к 20 годам тюремного заключения. 20 января 1972 года Ричард Чарльз Лапойнт, ветеран Вьетнамской войны из Бостона, сел на рейс 800 авиакомпании Hughes Airwest в международном аэропорту Маккарран в Лас-Вегасе. Размахивая тем, что по его словам было бомбой, когда DC-9 находился на взлетно-посадочной полосе, он потребовал $50 тысяч, 2 парашюта и шлем. Выпустив 51 пассажира и 2 бортпроводников, он приказал самолету лететь по траектории на восток в сторону Денвера, а затем катапультировался над безлесными равнинами северо-восточного Колорадо. Власти, отследив парашют с локатором и его следы на снегу и грязи, задержали его через несколько часов. 2 дня спустя, при предъявлении обвинения Лапойнту, судья сообщил ему, что он имеет право на медицинскую помощь в связи с травмой, полученной во время прыжка. Лапойнт, ветеран войны во Вьетнаме, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, ответил: «Как насчет психологической помощи?» 26 января 1972 года Мэрилин Сент-Джордж реквизировал рейс Mohawk Airlines из Олбани, штат Нью-Йорк, в Нью-Йорк. Утверждая, что он вооружен бомбой и пистолетом, которые позже оказались подделками, Сент-Джордж потребовал $200 тысяч и 2 парашюта. Сент-Джордж потерял самообладание и вместо того, чтобы спрыгнуть с парашютом из самолета, потребовал, чтобы для него была подготовлена машина в аэропорту в Покипси, штат Нью-Йорк. Он был застрелен агентом ФБР, когда пытался бежать в машине вместе со стюардессой, которую он взял в заложники. 10 апреля 1972 года Стэнли Спек, выпускник Стэнфорда, работавший таксистом, угнал самолет авиакомпании Pacific Southwest Airlines, следовавший из Окленда, штат Калифорния, в Сан-Диего, штат Калифорния. Спек потребовал $500 тысяч и 2 парашюта, утверждая, что вооружен ручной гранатой и пистолетом. Спек был арестован на земле в Сан-Диего, когда пилот обманом заставил Спека покинуть самолет, чтобы забрать карты у 2 агентов ФБР, одетых как механики. Позже выяснилось, что у Спека вообще не было оружия. 5 мая 1972 года Фредерик Уильям Ганнеман, гражданин США, родившийся в Гондурасе, угнал рейс 175 авиакомпании Eastern Airlines, следовавший из Аллентауна, штат Пенсильвания, в Майами, штат Флорида. У Ганнемана было множество требований выкупа, в том числе $303 тысячи, 6 парашютов, 2 кустарных ножа, 2 комбинезона и сигареты. Он был недоволен мелкими купюрами, использованными в выкупе, и потребовал, чтобы предоставленный выкуп был обменен на наличные в 100, 500 и $1000. Ганнеман прыгнул с парашютом над своим родным Гондурасом после вымогательства $303 тысяч во время дозаправки в Новом Орлеане, штат Луизиана. Ускользнув от розыска ФБР и полиции Гондураса, Ганнеман скрывался от правосудия в течение 28 дней, прежде чем наконец сдаться посольству США в Тегусигальпе, столице Гондураса. Он был приговорен к пожизненному заключению за угон самолета, похищение людей и вымогательство. 2 июня 1972 года Роб Хиди, 22-летний бывший десантник и ветеран войны во Вьетнаме,
угнал рейс 239 United Airlines из Рино в Сан-Франциско. С собственным парашютом и револьвером 357 калибра он потребовал выкуп в размере $200 тысяч. Поскольку угон самолета произошел ночью, когда банки были закрыты, агенты ФБР были вынуждены получить выкуп от 2 местных казино в Рино. Получив выкуп, Хиди указал пилотам очень конкретную траекторию полета. Однако пилот намеренно изменил траекторию полета на полградуса, в результате чего Хиди пропустил свою зону приземления. На следующее утро Хиди был схвачен. В сентябре 1972 года Хиди признал себя виновным в пиратстве и был приговорен к 30 годам заключения в федеральной тюрьме. 23 июня 1972 года Мартин Макналли, безработный и дежурный на станции техобслуживания, воспользовался пистолетом-пулеметом, чтобы угнать самолет Boeing 727 American Airlines, следовавший из Сент-Луиса, штат Миссури, в Талсу, штат Оклахома. Затем направил его на восток в Индиану и выпрыгнул с $500 тысячами выкупа. Когда 727 готовился к взлету после того, как Макналли получил выкуп и ждал взлета, местный житель выехал на своем Кадиллаке на взлетно-посадочную полосу и протаранил 727 на скорости около 120 км в час. Водитель Дэвид Хенли был серьезно ранен при столкновении с самолетом. Столкновение вывело из строя Boeing 727, вынудив Макналли переключиться на второй Боинг. Макналли потерял выкуп, когда выходил из самолета, но благополучно приземлился недалеко от Перу, штат Индиана, и через несколько дней был задержан в пригороде Детройта. В интервью 2020 года Макналли сказал, что его вдохновил Купер. 30 июня 1972 года Дэниел Бернард Карре попытался угнать самолет авиакомпании Hughes Air West из Сиэтла, штат Вашингтон, в Портленд, штат Орегон, заявив, что у него есть нож. Он потребовал $50 тысяч и парашют. Карре был задержан маршалами США сразу после приземления в Портленде и отправлен в психиатрическую больницу на неопределенное время. 6 июля 1972 года 21-летний Фрэнсис Гудл угнал самолет авиакомпании Pacific Southwest Airlines, летевший из Окленда в Сакраменто. У Гудла было 2 пистолета, и он потребовал $455 тысяч, парашют и инструкцию по прыжкам с парашютом. Он страдал посттравматическим стрессовым расстройством из-за своего опыта во время войны во Вьетнаме и утверждал, что хотел раздать деньги детям в Юго-Восточной Азии, чтобы снять с себя чувство вины, полученное во время войны на их земле. В нерабочее время дорожный патруль, просто так катавшийся по городу, в конце концов убедил Гудла сдаться. Гудл был приговорен к 30 годам за воздушное пиратство. 13 июля 1972 года рейс национальной авиалинии из Филадельфии в Нью-Йорк был угнан 34-летним Майклом Стэнли Грином и 24-летним Лолсигедом Тесфой. Грин, дежурный на парковке, и Тесфа, эфиопский студент университета Говарда, придумали план, будучи соседями по комнате в Вашингтоне, округ Колумбия. Дуэт начал угон самолета, когда рейс приближался к Нью-Йорку, и потребовали вернуть самолет в Филадельфию, где они потребовали $600 тысяч и 3 парашюта. Сбор суммы занял более 6 часов, пока пассажиры находились внутри раскаленного солнцем самолета, в котором отключилось электричество. После получения выкупа пассажиров отпустили, но Дуэт взял в заложники 4 стюардесс и летный экипаж и потребовал, чтобы их доставили в Хьюстон. Перед взлетом в Хьюстон капитан выпрыгнул из окна кабины, заставив второго пилота управлять самолетом. Когда самолет приземлился на крошечной взлетно-посадочной полосе в Лейк-Джексон, штат Техас, второй пилот и борт-инженер выпрыгнули из кабины, бросив стюардесс с угонщиками. Вскоре после этого Грин и Тесфа вышли из кормовой части Boeing 727 с поднятыми руками, сдаваясь агентам ФБР на земле. Позже Грин будет приговорен к 50 годам тюремного заключения, а Тесфа к 60 годам. 13 июля 1972 года 49-летний Мелвин Фишер, безработный художник и бывший бутлегер из Оклахомы, угнал рейс 727 American Airlines, следовавший из Оклахома-Сити в Даллас. Фишер потребовал $550 тысяч и парашют. Хотя изначально планировалось приземлиться в Далласе, плохая погода вынудила самолет вернуться в Оклахома-Сити, где Фишер получил выкуп в размере $200 тысяч. Удовлетворившись этой суммой, Фишер освободил 51 пассажира и 3 стюардесс, оставив в заложниках 1 стюардессу и 3 членов летного экипажа.
Затем он приказал самолету облететь Оклахома-Сити. Спустившись по задней лестнице и надев парашют, Фишер не смог найти ориентир для своего прыжка и потерял самообладание для прыжка. Затем он сдался экипажу, сказав им, что не хочет умирать. Фишер был приговорен к пожизненному заключению после суда в сентябре 1972 года. Несмотря на инициирование Федеральной службы воздушных маршалов в 1971 году, в 1972 году в воздушном пространстве США был совершен 31 угон самолета. 19 из них были направлены на вымогательство денег. В 15 случаях вымогательства угонщики также требовали парашюты. В начале 1973 года Федеральное авиационное управление начало требовать от авиакомпаний обыска всех пассажиров и их сумок. На фоне многочисленных судебных исков, в которых утверждалось, что такие обыски нарушают 4-ю поправку к Конституции США, федеральные суды постановили, что они приемлемы при универсальном применении и ограничении проверкой на оружие и взрывчатые вещества. В 1973 году было предпринято всего 2 попытки угона самолета. Обе совершены психически больными. Один угонщик, Сэмюэл Бик, намеревался врезаться в Белый дом, чтобы убить президента Никсона. Из-за многочисленных угонов подражателей в 1972 году Федеральное управление гражданской авиации США потребовало, чтобы во всех самолетах была установлена ранее упомянутая лопатка Купера. Кроме того, во всех дверях внутри самолета должны были быть вмонтированы глазки для наблюдения. 23 апреля 2013 года Эрл Джей Косси, упаковывавший 4 парашюта, переданных Куперу, был найден мертвым в своем доме в Вуденвилле, штат Вашингтон. Его смерть была признана убийством из-за наличия травмы головы, нанесенной тупым предметом. Преступник найден не был. Некоторые комментаторы заявляли о возможной связи с делом Купера, но власти ответили, что у них нет оснований полагать, что такая связь существует. Позже власти Вуденвилля объявили, что мотивом преступления, скорее всего, была кража со взломом. Ежегодный съезд, известный как Купер-Кон, проводится каждый год в конце ноября в Ванкувере, штат Вашингтон. Мероприятие, основанное исследователем дела Купера Эриком Уллисом в 2018 году, представляет собой многодневное собрание исследователей и энтузиастов этого дела. Купер-Кон заменил ежегодные дни DB Cooper Days, которые закончились смертью владельца паба Ariel Store Pub, после чего паб был закрыт. Кто знает, возможно, эти мероприятия посещал и сам DB Cooper, или человек, который под этим именем совершил в 1971 году самый известный в истории угон самолета. Если Дэну Куперу повезло, и он действительно смог выжить после прыжка в поистине экстремальных условиях, ему сейчас должно быть далеко за 70. Если же ему не повезло, то его расщепило на мелкие кусочки 52 года назад, и тайна личности Дэна Купера и его истинных мотивов навсегда останется загадкой. Чтобы получить ранний доступ к документальным фильмам, реальным материалам с мест преступлений и эксклюзивному контенту, а также к контенту без цензуры, подписывайтесь на сервис Boosty. Подписка бесплатна. Ссылка на сервис в описании и закрепленном комментарии.